Далее на Jetix. Курительные смеси. Порой, натыкаясь на мультфильмы из своего детства, мы с неожиданностью воспринимаем их совсем иначе, чем будучи ребенком. Мы можем обнаружить в них более глубокий смысл, можем удивиться, насколько, оказывается, глупыми они были, а можем, просто охренеть. Бандаж, тентакли, монстры из крайней плоти, камшоты на все лицо и, в принципе, извращение на любой вкус и цвет. Кто рос в начале 2000-х, по-любому слышал о мультсериале Totally Spies. Если вкратце, это французско-канадский мульт о похождениях 3 старшеклассниц из Беверли-Хиллз, ведущих тайную шпионскую жизнь и в свободное от учебы время спасающих мир от сумасшедших суперзлодеев. Сэм — главный мозг в команде и немного ботаничка, Кловер — стереотипная блондинка, помешанная на шмотках и парнях, и Алекс — спортсменка, околопацанка. Их босс — глава шпионской организации, Джерри, но мы-то знаем, что это на самом деле Альфред из Бэтмена. Альфред! Ушел от человека-летучей мыши на старости лет, чтобы подглядывать за молоденькими девицами. О, прошу прощения. Ничего не могу поделать. Шучу, конечно, насчет того, что это Альфред, а насчет подглядывания не шучу. Этот седой извращенец с девчонок глаз не спускает. Джерри все время подглядывает за нами. Есть хоть один аспект нашей жизни, который тебе неизвестен? Вообще-то... нет. Я вам даже больше скажу. Дедуля шпионил за Сэм, Кловер и Алекс еще с самого их детства, якобы для выявления подходящих кандидатов в секретные агенты. Ну-ну. И в разноцветный латекс он их наряжаться заставляет, видимо, тоже исключительно потому, что это супер высокотехнологичная шпионская форма. Со слов авторов сериала, по задумке целевая аудитория мультфильма — девочки, которые бы клюнули на протагонисток женского пола, на гламур, на путешествия, на сюжеты о школьных проблемах и на необычные девчачьи гаджеты, вроде шпионских пудрениц, лазерной губной помады и... Кредитная карта, снабженная острым краем и лезвием. Ножа кредитки? Серьезно? А в какой серии у них были радиоактивные наушники Beats by Dr. Dre, кто-нибудь знает? Однако, по официальной статистике, 50% зрителей Totally Spies составляли пацаны. Создатели мультфильма недоумевали, почему сериал так популярен среди мальчиков. Ну или делали вид, что недоумевали. Мальчик, я дам тебе конфетку, если ты меня развяжешь. Кто-то палил мульт втайне от всех, а кто-то и не скрывал, что смотрит его ради шпионского экшена. Такой-то экшен с 3 вайфу на выбор. Давайте признавайтесь, кто у вас был любименькой. В общем, среди пацанов смотреть Totally Spies не считалось зашкваром. Впрочем, можно было даже не смотреть, а просто слушать. А что, для кого-то это вполне возможно была первая в жизни эротика. Вы, конечно, можете сказать, что это я просто такой испорченный, и мультик совершенно чист и безобиден. Но, во-первых, судя по форумным записям из 2000-х годов, странности в Totally Spies заметили уже тогда. А во-вторых, правда, сами только гляньте на это. В принципе, половое созревание как раз лет в 12 начинается. Нечего стыдиться. Как ни странно, при всей своей популярности в данный момент легально посмотреть один только первый сезон Totally Spies в РФ можно только через Netflix, который просит от 600 рублей в месяц, что для нашей страны дороговато. Мне кажется, при нынешней экономической ситуации платные подписки в России работают намного хуже, чем возможность смотреть сериалы онлайн легально и при этом бесплатно, типа как наш шоу Jet. Так что, если поднадоедят мульты и захочется крутого лицензионного контента с хорошим многоголосым переводом, вам туда. Устанавливайте их шикарное приложение на любое устройство и смотрите сериалы хоть до посинения. Эта эпидемия началась, казалось, совсем недавно. Мы думали, что посмотрим еще одну серию и займемся делами. Или хотя бы наконец поспим. Человечество потеряло ход времени. Никто уже не помнит, когда именно шоу Jet дал нам возможность легально и бесплатно смотреть сериалы на любых устройствах, но ясно одно. Это ж охренеть как удобно. Шоу Jet'у респект. Ссылка в описании. Даже музыкальный трек в начальной заставке — это один большой «Чё, вы серьезно?». В мультфильме была использована немного переделанная и упрощенная версия трека «Here We Go» от Moon Baby, но зацените необычную лирику из полной версии песни. На чем мы остановились?
Глядя на все эти неловкие кадры, напрашивается параллель с таким явлением, как фан-сервис в аниме. Ну, это когда там трусиками светит как бы невзначай и все такое. Но Totally Spies не аниме, хоть и похоже по стилю. Это не японцы рисовали. Это мультфильм с возрастным рейтингом 6+. Помимо очевидного бандажа в каждом эпизоде и всего, на что я уже успел обратить внимание, сериал заигрывает и с другими, более экзотическими извращениями и фетишами. Ну, по мнению самих фетишистов, по крайней мере. Некоторые особо увлеченные сериалом систематически собирают целую коллекцию пикантных моментов для своих личных целей и даже подробно расписывают, в каких сериях какой был затронут фетиш. Что вы делаете? А на что это похоже? И боже мой, судя по их списку, Totally Spies это прям целый каталог извращений. Ролевые игры, целая сборная солянка, школьная форма, смена пола, наряд служанки, мимы, клоуны, буквально что угодно. Кловер даже в собаку превращалась. Даже и не думай об этом, Кловер. Фури-фетиш, пожалуйста. Макрофилия. Вот целая серия про то, как девочки стали гигантами. Драки в рваной одежде прилагаются. Для микрофилов тоже есть отдельный эпизод про уменьшение в росте и отдельно чисто про уменьшение одежды. Возбуждают мускулистые девушки? Наслаждайтесь. Фэт-фетиш, милости просим. Как-то раз Кловер отъела себе бока, щеголяла с ними в обтягивающем костюме и подвергалась принудительной кормежке. Фуд-фетиш? Вот, на здоровье. Не заставляй ждать великую королеву. С одной стороны, на ум приходит мысль: какие нахрен фетиши? Вы там Totally Spice'ом обдолбались, что ли? Во всяких Спанч Бобах, например, и не такое творится, и чё? Но всяких Спанч Бобов отличает то, что они намного более мультяшные, чем Totally Spice. Хотя, знаете, даже это не останавливает любителей фетишей. Полагаю, вы слышали про такой сайт, как DeviantArt, который создавался как платформа для самовыражения художников, а стал печально известен в итоге за счет стрёмных фанартов с известными персонажами популярной культуры, которых изображают как страдающих ожирением, как они суют ноги вам в лицо, носят подгузники, пердят и, в принципе, творят еще бог весь что. Все это фетиши, о существовании которых вы могли даже не догадываться. Технически это не считается порнографией, но людей, подверженных определенным фетишам, это возбуждает. Собственно, ради этого такие картинки и рисуют. Хотя для стороннего человека это может быть мерзко, смешно, непонятно, или он вообще может не заметить ничего необычного. Фетишем для кого-то может быть буквально что угодно. То есть фильм «Атака 50-футовой женщины» 58 года создавали явно не с расчетом на макрофилов. Также получается и с Totally Spies, ну, по крайней мере, отчасти. Потому что до конца неизвестно, нарочно ли авторы так сильно нафаршировали мультфильм триггерами для фетишистов, или это получилось само собой из-за того, что сюжет крутится вокруг шпионской темы, гламура и околонаучной фантастики. Разумеется, даже если и нарочно, то сами авторы никогда в этом не признаются. Какой маньяк сделал это с вами? Для сравнения, есть другой мультсериал на такую же шпионскую тему из тех же времен, но уже от студии Disney. Ким 5 с плюсом, в котором главная героиня также ведет двойную жизнь и борется с суперзлодеями. Однако в нем вот так сходу уже сложно найти хоть что-нибудь похожее на то, что происходит в Totally Spies. Как минимум, Ким не носит костюм из латекса и не подвергается постоянным связываниям. Так что, вполне вероятно, с Totally Spies все и правда не так просто. Суд признает вас виновными. Что? Честно говоря, отбросив акцентирование внимания на моментах, которые сейчас смущают взрослого меня, я понимаю, что в 2000-х мне нравилось смотреть Totally Spies не из-за всего вышеперечисленного, а именно из-за экшена, из-за пародийной составляющей и из-за несерьезности всего происходящего. Ты устраиваешь цунами, чтобы пляжи стали лучше для серфинга? Ага, понятливая. Например, в мульте была забавная пародия на популярного в тот момент певца ртом Рики Мартина, Рики Матис, который своими песнями вводил людей в гипноз и чуть не заставил фанатов свергнуть правительство, сам об этом не подозревая. Долой правительство, долой правительство, долой правительство. Эти новые слова понравятся современной молодежи. Еще одна запомнившаяся серия про задрота, которого стебали однокурсники, и он задумал им отомстить, натравив на них свое гениальное детище. Искусственный интеллект, способный взломать любую технику. Естественно, все вышло из-под контроля, и программа чуть не захватила разум своего создателя. Адам, я просила не загружать игры в мой компьютер. Нате вам, не играйте в комп'ютерну ігру. Вон отсюда! У хлопця починається істерика. Я сказала, замолчи, дура! Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацкие вы правила! Так не будет, что компьютер верх над тобой берет.
Я буду его устраивать. Спасибо. Бывали и криповатые сюжеты, вроде истории про поехавшую тетку, которая занималась изготовлением париков, похищая для этого девушек с хорошими волосами, обрабатывая их каким-то удобрением и выращивая на их головах длиннющие шевелюры, высасывающие жизненные силы. Жуткая хрень. Представляю, сколько юных зрительниц после увиденного боялись ходить в парикмахерские. Или более стрёмный эпизод про сумасшедшего зубного врача. Тут есть все, чтобы на всю жизнь получить страх посещения дантиста. Обездвиживающее кресло с колюще-режущими механизмами, изуродованные зубные полости, гипноз и антисанитария. От этого зрелища у меня зуб разболелся. Современные хоррор-фильмы могут позавидовать разнообразию ужасов, творящихся в Totally Spies, так что помимо фетишей, мультфильм дарил детям еще и новые фобии. Все, с меня довольно. Здесь ничего нет. Давайте уйдем отсюда. Но вообще я хотел сказать другое. Несмотря на все это, сериал отлично выполнял свою развлекательную функцию. А для девчонок, растущих на Totally Spies в условиях засилья экшн-сериалов только для мальчиков, это вообще было весьма важным примером. Сэм, Кловер и Алекс наглядно демонстрировали, что девушки могут справляться с работой супергероев ничем не хуже парней, и дарили зрительницам веру в себя и понимание, что стереотипы о беспомощных принцессах — это всего лишь стереотипы. Шпионок то и дело заковывали в наручники, связывали, запирали, брали в заложницы. Но они всегда рушили оковы и выбирались на свободу. Они были реально крутыми.